Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои подписчики и гости канала. Я уже говорила, что у меня вот много мебельных образцов самых разных есть. И я вот сегодня решила делать из них. Я нарезала полосочки 4 сантиметра шириной они и 20 сантиметров, 19 сантиметров в длину. Вот. И буду их сшивать между собой. Захотелось что-нибудь поделать такого простенького. Эти образцы такие нарядные, они такие как тепленькие, еще утепленные. Тут сзади вот такой вот как флис, не флис, какой-то утеплитель сзади есть у всех. Я все выбрала одинакового вида. Буду сшивать. А так как они такие толстенькие, я не хочу, чтобы у меня были толстые швы, то я буду сшивать их зигзагом. А всем гостям своего канала напоминаю не забыть подписаться. А тем, кто подписан, если вы смотрите в YouTube, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Я всегда очень рада им и с удовольствием их читаю. Я сшила свои полосочки. И теперь вы, может быть, тоже помните. Ну, кто не помнит, я напомню. У меня есть вот такая вот лоскутная пряжа. Я покупала два цвета. Бежевый и вот такой вот серый. Я считаю, универсальный. Подходит подо все. И я сейчас порежу и буду пришивать, закрывать швы. Точно так же буду зигзагом пришивать. Ну и заодно укрепится еще шов между полосочками. Нитки я взяла вот такие вот светло, ну такие посветлее, чем трикотажная пряжа моя. И зигзагом также пошла пришивать. Вот так получается. Я прошила все. Смотрите, получилось как. Я беру вот такой вот, у меня тоже мебельный образец. Прям вот он даже по краю оверлочен. Я его уже обрезала по длине моих заготовочек. И с помощью него, ну вот он потоньше немножечко, чем вот мои вот эти вот полосочки. И с помощью него я сейчас соединю свои детали. Сколола, прошила. Сколола вторую сторону и прошила вторую сторону. Все, у меня верхняя часть моей задумки сшита. Приступаем к внутренней части. У меня два вот таких вот лоскута ткани. Я их сошью вместе, чтобы у меня получилось в результате полотно по размеру моей заготовки из мебельных образцов. Сшила, шовчик разгладила, и эта ткань у меня такая достаточно тоненькая, поэтому я решила ее на флизелин, или на нее флизелин, или ее на флизелин посадить на клеевую ткань, для того, чтобы она немножечко уплотнилась. Глажу через хлопковую ткань, так удобнее. Краешек у меня тут немножечко обрежу сейчас. Так все в порядке. Все, теперь эта ткань у меня стала поплотнее, попрочнее, меньше тянется и больше мне подходит. Флизелин лишний я срезала. И вот у меня еще вот такие вот полоски есть. Я из них буду делать кармашки, чтобы они... Можно и из такой же ткани, конечно, но я подумала, она такая рябенькая, будет сливаться. Давай я сделаю вот такого плана, другого цвета. Я из этой ткани навырезала таких прямоугольничков, сшила. И по периметру прострочила, оставив отверстие. Вот так вот прострочила, вот здесь оставила. Чтобы потом вывернуть. Я хочу кармашки, чтобы они были поплотнее. Вот, и буду выворачивать. Вывернула, вот здесь вот завернула и заглаживаю здесь. И так делаю со всеми кармашками, которые я приготовила. Обрезаю уголки, выворачиваю. Чтобы уголочки у меня хорошо вывернулись, я их подправляю. Вот у меня карандашик. Ну и здесь вот заглаживаю.
Здесь вот у меня место для паспорта, здесь под телефон, здесь вот под зарядку от телефона, например. Вот так. Да? Я еще померяю. А нижнюю часть я уже вот обшила молнию вот так вот. Вот этот кармашек вот так пришью. Здесь будет кармашек на молнии под планшет, а здесь под зарядку от планшета, допустим. Несессор в дорогу, чтобы ничего не забыть. Документы, телефоны, планшеты, зарядки. Кармашки пришила. Здесь я решила еще сделать такой вот клапан на кнопочке у меня будет. Следующим этапом буду сшивать свои детали. Складываю их изнанкой друг к другу и скалываю булавочками. Сшивать по краю я буду зигзагом, просто чтобы скрепить между собой мои две детали. Я сшила между собой, и я пришила вот сюда вот кнопочку. И сверху, так как пришивная, сверху кусочек фетра вырезала и прилепила, чтобы закрывать вот швы, где нитки, всякие узелки. Следующим этапом я вырезала вот таких вот. И я буду делать их вот такие вот. Вот это внешняя будет сторона, это внутренняя. Внутри я уже пришила кнопочки, чтобы шовчики все эти. И я вот кусочки фетра подложила, потому что ткань тонковата, ну, чтобы вот поплотнее держалась кнопка. И буду сейчас шить эти клапаны. Лицом к лицу складываю и вот по периметру прошиваю. И выворачиваю, проглаживаю. И отстрачивать буду еще внешнюю строчку. Так. Девочки, хочу похвастаться. Я научилась делать косую бейку. Надо 2 иголки вот так вот в ткань воткнуть. Через них просовываем подготовленную ленту, порезанную под углом 45 градусов по косой. И вот так вот ее двигаем между иголочками. Можно и с одной иголочкой, но с 2 вообще просто кайф. И гладим, и у нас на выходе получается косая бейка. Я даже, не думала время тратить на то, чтобы вот это показывать. Но потом подумала, мы же новички должны делиться друг с другом всем, что узнали. Я вот раньше не умела. И тут вот тебе на. Круто. Я уже ее очень много сделала. Мне нужно, не прям вот много, не 30 метров. Но мне даже столько не надо, сколько я нарезала. Но ничего, не пропадет, лишнее не будет, не окажется. Пристроим куда-нибудь. Это вот из старой рубашки. Уже я ее трачу, эту старую рубашку, а она все никак не потратится. И вообще так просто, оказывается, делать это. А вообще-то есть всякие приспособления дорогущие. А тут нужно-то всего 2 иголки и утюг. Ну вот, девочки, работа идет к завершению. Я вот клапаны сшила, отстрочила. Косая бейка у меня готова. И у меня было вот стропа, прям один небольшой кусочек, из которого я сделала 2 маленьких кусочка. И я из нее сделаю ручки небольшие. Мне как раз хватит. Все, буду скалывать и готовить к пришиванию. Сначала ручки. Вот как-то так. Это задняя сторона. Вот это передняя сторона. Вот у меня будет вот так вот открываться. Сюда вот 2 клапана и сюда 2 клапана. Теперь пришиваем косую бейку по всему периметру. Ну вот, пристрочила косую бейку с одной стороны. И теперь мне осталось вот ее вот так вот пришить с этой стороны. Вот косую бейку пришила. Теперь вот мне нужно, я вот так вот заверну свои клапаны и вот так вот сделаю отстрочку, чтобы они смотрели вот в правильном направлении. И то же самое с ручками сделаю. Чтобы пришивать вот эти вот уже, тут у меня ведь много слоев ткани, и я поэтому максимальное поставила натяжение нити. Строчка у меня прямая, 4 миллиметра длина стежка. И я не сказала, я вот начиная от пришивания косой бейки взяла уже иголку для кожи. У нее остренький очень кончик, и она хорошо очень протыкает несколько слоев ткани, когда плотная уже. И здесь у меня тоже стоит иголка для кожи. К сожалению, камера трясется,
потому что трясется машинка. Не знаю, кто знает, почему у меня она трясется. Может, подскажете. Она у меня уже лежит на коврике резиновом, на мате для резки, который я испортила в свое время. Прорезала насквозь. Все, косую бейку пришила. И я хочу сказать, девочки, я, конечно, умная, но я дура. Потому что я зачем-то вот на этих своих клапанах пришила кнопки очень далеко от края. Надо было прямо вот сюда вот пришивать их. Не надо далеко пришивать, потому что я вот пришивала почти практически вот уже к косой бейке подходила. А так бы у меня свободненько. И плюс еще, когда я вот прицепляю, у меня вот тут вот этот подтарчивает краешек. А если бы там кнопка была, ничего бы не торчало. Вот. А с боковых вот этих вот клапанов я вообще спорола клепки и пришила липучки. Потому что эти клепки у меня вот так попадали, что аж прямо их надо было на косую бейку пришивать. Вот смотрите, здесь ничего не торчит хорошо, а здесь... Но здесь я не могу пришить липучки теперь, потому что иначе у меня они вот сюда вот попадают на карман. Вот если даже прямо вот впритык, все равно здесь уже карман. Не знаю, может быть, можно прям вот прям по краешку. Но я уже пока не буду. Я уже замучилась клепки эти то пришивать, то отпарывать. Вот такой вот получился несессор, кейс. Сзади вот так. Давайте откроем. Вот здесь у нас все хорошо, красиво. Возможно, есть какие-то недочеты, но я шитью не училась, я самоучка, вот как пришлось, так и сделала. Где-то что-то, может быть, и подправить можно было бы. Вот так выглядит уже заполненный планшет. Вот влезает. И вот еще провод от вот этой вот зарядки. Вот я ее сюда засунула, а провод уже не помещается. Его можно к планшету в кармашек. Но мне одной рукой неудобно, поэтому я не буду. Получается, что зарядки тут одна на другую не попадают. Вот застегнула, все хорошо. Можно было, конечно, вместо трикотажной пряжи тесьму какую-нибудь взять, но мне хотелось ее использовать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И спасибо, что досмотрели до конца.